Заканчивается наш отпуск. Сегодня практически последний день. Завтра с утра мы еще съездим на базар в Эмполи, а потом начнем собираться. Что-то мы обросли за этот месяц шмотками. А послезавтра с утра уезжать. Поэтому сегодня мы решили просто покататься вокруг, попрощаться. Очень интересно смотреть на те же самые виды в течение месяца и смотреть, как они меняются. Урожай зреет, его снимают, потом свежевспаханная земля, цвета меняются, делаются более осенними, середина октября. Но так везде красиво, невозможно описать. И вот мы ездим, со всем этим прощаемся, но совершенно без грусти. Отпуск прошел хорошо, есть что вспомнить, столько красоты посмотрели. Может, мы сюда и вернемся. Во всяком случае, хотелось бы. И постоянно открываются какие-то виды Флоренции, мимо которых невозможно проехать, но и остановиться невозможно. Дороги узкие, итальянцы ездят на итальянской скорости, и останавливаться буквально негде. Наконец мы приткнули нашу машину где-то прямо на поле. Но не успел я вытащить штатив, как приехал хозяин, захотел на это поле въехать. Я было попытался извиниться и уехать, а он говорит: да нет, вот сюда вот поставь, я и проеду, и стой себе здесь спокойно и снимай. Италия. Итальянцы. Мы его еще потом от работы отвлекали. Спрашивали, а это что, а там что? И он нам рассказывал. Сегодня последний наш яркий день. Завтра пасмурно, а послезавтра мы уезжаем. И вот мы катаемся тут вокруг дома, и тут такие виды. Вот это видно храм, кафедральный собор, за ним Фьезоле. Вот с этой центральной площадью. Вот это, естественно, Палаццо Веккио. Вот это Палаццо Бельведер. Вот это, как нам только что сказали, Санта-Маргарита Монтичи, Монтерипальди. И вообще вот такая здесь панорама.
совершенно фантастическая. А городок там, на холме, это Арчетри, известный с XI века. Много историй с ним связано. Там, например, под домашним арестом сидел Галилей в 1642 году. Там же он и умер. Медичи хотели похоронить его в Санта-Кроче, церковь воспротивилась, похоронили его рядом и тихо, и только в 1737 при последнем из Медичи он был перезахоронен здесь, в Санта-Кроче, где мы несколько дней назад были. Забавно, что теперь в Арчетри астрофизическая обсерватория, известная на весь мир, основанная уже в XIX веке. Вот такие Клио игры устраивает иногда. А еще в Арчетри на своей вилле в 1540-м умер Франческо Гвичардини, в чьем замке Кастелло ди Попияно мы тоже только что были, с Илюшкой. Вот так все переплетается. Тоскана. Ну вот, так мы себе ездим, еще не подозревая о том последнем сюрпризе, который Тоскана нам приготовила. И вдруг вдали на холме мы видим некое чудо, мимо которого проехать мы не смогли. Это была Чертоза де ла Галуццо, о существовании которой мы не знали. Явное упущение в моей подготовке. Естественно, мы туда заехали, но она настолько не похожа на все остальное в этом фильме, что я выделил ее в отдельный. Ну вот, после Чертоза де ла Галуццо мы направились в Импрунету, но по дороге заехали в то место, которое мы чуть было не сняли, вместо нашей Латиная, и убедились в том, что решение наше было абсолютно правильным. Здесь, конечно, вид, наверное, даже лучше, чем наш. Но по всем остальным параметрам Латиная этому месту даст 100 очков вперед. Но раз уж мы здесь, грешно было вот этот вид как следует не снять. Да, безумно это красиво, конечно. Но, в конце концов, мы добрались до Импрунеты, где в самом начале нашего отпуска мы побывали на совершенно замечательном празднике вина и винограда. Сегодня это был маленький, сонный, провинциальный тосканский городок. Очень милый, так что мы там немножко погуляли,
Докупили каких-то сувенирчиков, которых нам вроде бы еще не хватало. Вышли на эту площадь, тогда бурлящую, когда люди свисали из каждого окна, а сегодня вот такую сонную. Но зато не торопясь рассмотрели то, что в первый раз не увидели. Например, вот такие современные барельефы. Вот прямо в подворотне, можно сказать. Ну уж такие в Тоскане подворотни. Вот такие древние деревья рядом с ресторанчиком, к которому даже близко нельзя было подойти во время праздника. Он был забит народом. Ну и вообще погуляли. Последнее медленное погуляние в этом медленном отпуске. Хорошо, хватает времени на детали. Ну вот, в конце концов, мы вернулись на центральную площадь. Там меня ждал еще один сюрприз. Вот такой последний луч. Через несколько минут погасший. Я еще снял вот такое замечательное небо и луну над колокольней. Но это были уже мои последние съемки в этом отпуске. Приехав домой, мы сфотографировали вот эту замечательную дверь, которой бы подвал с изумрудами запечатывать. Дверь, она же и единственное окно в нашу главную комнату. Пожалуй, единственный минус этой квартиры. Ну вот, следующий день, 13 октября, прошел в суете, огромный базар в Эмполи, сборы. Вещей оказалось, накопилась куча за этот месяц. Замечание самому себе: в следующий раз надо быть аккуратнее. Ну, а сегодня, с утра 14-го, мы окончательно дособирались. Таня вот сейчас заканчивает мытье всякое, она любит оставлять после себя чистым помещение. А я хожу вокруг и делаю последние снимки. Здорово здесь все-таки было. Ну, пора было уезжать. Стали мы грузиться. Тут Тина прибежала. Ее дома не было. Она почему-то считала, что мы уезжаем только через несколько дней. Ну, привыкла. Сама говорила: да вы теперь тут как члены семьи уже. Но Франко увидел, что мы собираемся, и вызвонил ее. И мы тут же стали без памяти фотографироваться на память. Вот приятно, замечательные они люди. А то была бы какая-нибудь Грымза-хозяйка, и живи с ней месяц. Весь отпуск бы перепортила. А ведь был у нас такой вариант. Замечательный, но уж больно хозяйка нам там не понравилась.
А здесь, да мы и сейчас переписываемся. Ну вот, больше я ничего не снимал, всю дорогу до Милана был дождь. Вот так закончился наш первый медленный отпуск. Замечательно.